Всем привет! С вами снова Катерина, и сегодня мы продолжим делать нашего жирафика. Начинаем вязать туловище. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. Вяжем с прибавками 5 рядов. От начала у нас должно получиться 6 рядов. На 6-м ряду ставим маркер и вяжем по спирали 7 рядов без изменений. Петельки стараемся затягивать потуже, чтобы наша работа была плотной. Чем вы плотнее вяжете, тем меньше наполнитель будет потом заметен. Провязав 7 рядов от маркера, нам необходимо равномерно убавить 2 петли. Для этого заводим крючок за переднюю стенку первого столбика, второго, вытягиваем петлю и провязываем вместе. Ставим маркер и провязываем без изменений до середины изделия. Складываем пополам для того, чтобы определить середину. И снова делаем одну убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого столбика, второго, вытягиваем петлю и провязываем вместе. Маркируем место убавления. И продолжаем вязать по спирали, повторяя эти 2 убавки. Провязав несколько рядов с убавками, наполняем часть туловища. Набиваем поплотнее, чтобы сразу у нас образовалась форма. Продолжаем вязать с убавками. Провязав 11 рядов с убавками, ставим маркер и продолжаем вязать по спирали без изменений шею жирафика. У вас должна получиться вот такая вот форма, напоминающая грушу. Я вяжу для шеи 9 рядов. Примеряем голову, смотрим, нравится ли нам длина шеи. Закрепляем нить. Оставляем хвостик подлиннее, чтобы пришить. Обрезаем нить. Если вы хотите, чтобы шея была подлиннее, то можете связать на несколько рядов больше. Убираем маркеры и плотно наполняем шею, чтобы голова жирафа не перевешивала. Чем плотнее, тем лучше. Начинаем пришивать голову. Определяете место крепления с головой, пришивайте мелкими стежками, затягивайте потуже нить, чтобы голову было невозможно оторвать. Следите за тем, чтобы шея оказалась ровно посередине головы. Для удобства можете заколоть булавкой. На этом этапе можно еще подбить наполнителя, чтобы голова плотнее сидела на шее.
Убеждаемся, что нам все нравится, и пришиваем оставшуюся часть. Делаем узелок и прячем нить внутри головы. Обрезаем ниточку. Нам осталось связать только ножки и ручки. Начинаем вязать ножку так же, как и все части жирафа. Делаем кольцо амигуруми, набираем в него 6 столбиков без накида и вяжем с прибавками 3 ряда. Убедитесь, что у вас 4 ряда от начала. Ставим маркер и, начиная с 5 ряда, без изменений вяжем 3 ряда. Это у нас получится 5, 6 и 7 ряд. Начиная с 8 ряда убавляем петли. Заводим крючок за передние стенки 1 и 2 столбика, провязываем вместе. Дальше провязываем 1 столбик без изменений, ставим маркер на место убавки. И опять делаем убавку. Дальше провязываем 2 столбика без изменений. И опять делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. На следующем ряду повторяем убавки и переходим на желтые нитки. Проводим крючок в соседний столбик, вытягиваем нить и закрепляем. Обрезаем ниточку. Убираем маркеры. Делаем обычный узелок и первый ряд желтыми нитками провязываем без изменений. Набиваем копытце наполнителем. На втором ряду желтыми нитками нам необходимо равномерно убавить 2 петли. Заводим крючок за переднюю стенку 1, 2 столбика и провязываем вместе. Для того, чтобы определить середину, складываем изделие пополам и на угол сгиба цепляем маркер. На его месте мы сделаем убавку. Убавки мы делаем только во втором ряду. Затем последующие ряды вяжем без изменений. Я провязываю 12 рядов без изменений. В общем у нас должно получиться 14 рядов желтыми нитками. Наполняем ножку. Ножка у нас узкая, поэтому я помогаю крючком. Ножку наполняем не до конца, чтобы сверху осталось небольшое пространство. Нам нужно закрыть ножку и пришить ее. Закрываем ее, провязывая по 2 петли вместе. Проводим крючок через переднюю и заднюю стенку работы, протягиваем нить и провязываем. Таким образом полностью закрываем ножку. Оставляем длинный хвостик для пришивания. Вытягиваем нитку, затягиваем, обрезаем. Таким же образом вяжем еще 3 ножки. Теперь нам нужно их пришить. Определяем место для ножек и пришиваем аккуратными мелкими стежками. Прикалываем их булавочками. Нитки затягивайте потуже. Очень важно, чтобы ножки не оторвались. Повторюсь, что я вяжу очень плотными нитками, поэтому мне игла проходит очень туго. Я помогаю себе круглогубцами. Делаем несколько узелков и прячем конец ниточки внутри туловища. Обрезаем. Пришиваем вторую ножку.
Теперь пришьем ручки. Ну, по факту у жирафика 4 ноги, но у нашего есть ручки и ножки. Определяете место крепления, прикалываем булавочкой и также аккуратненькими стежочками плотно пришиваем к туловищу. Особенно тщательно нужно прикреплять уголки. Я пришиваю их под углом примерно 45 градусов, чтобы, когда жирафик сидел, он мог опираться своими ручками. Делаем несколько узелков и прячем конец нитки в туловище. Таким же образом симметрично пришиваем вторую ручку. Теперь сделаем жирафику хвостик. Отмеряем коричневую нить длиной примерно 30-35 сантиметров и складываем ее в 4 раза. Обрезаем. Делаем такой же еще один коричневый пучок и один желтый. Отмечаем булавочкой место, где у нас будет хвостик. Проводим крючок между столбиками и цепляем конец ниток. Вытягиваем, расправляем и складываем ровно пополам. Чтобы прицепить коричневый пучок, также соседние столбики, но уже рядом ниже, проводим крючок и вытаскиваем хвостик коричневого пучка ниток. Расправляем и складываем пополам. Таким же образом цепляем второй пучок между соседними столбиками. Вытягиваем нить, складываем пополам, расправляем и начинаем вязать обычную косичку. Плетем косичку такой длины, которая вам нравится, и на конце для закрепления делаем узелок. Затягиваем его потуже, чтобы он никогда не развязался, даже во время стирки. Обрезаем кончики ниток, и у нас получится кисточка на конце хвостика. Делаем жирафику пятнышки. Определяем места расположения кружочков, прикалываем булавочками и пришиваем. Вышиваем носик. Для этого определяем место расположения ноздрей, вкалываем булавочки и вышиваем ноздри желтой ниточкой. Выводим нить и делаем обычный крестик.
Переходим на вторую ноздрю. Вышиваем такой же крестик. Выводим нить в район головы желтыми нитками. Делаем аккуратненький узелок и прячем нить внутри головы. Хорошо ее подтяните перед тем, как обрезать, чтобы наш узелок ушел вовнутрь и не был заметен. Жирафик почти готов, нам осталось только вышить ротик. Определяем середину и намечаем места булавками, где у нас будет заканчиваться улыбка жирафика. Убедитесь, что рот будет симметричным. Делаем узелок и выводим нить в первое отмеченное место. Возвращаемся в центр и выводим нить во вторую отметку. Опять возвращаемся в центр и делаем жирафику улыбочку. С одной стороны и с другой. Опять возвращаемся в центр, делаем узелок и прячем нитку внутри головы. Обрезаем. Ну вот и все. Наш жирафик готов. У него подвижные лапки, он может сидеть самостоятельно, мягкий и безопасный. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, пишите комментарии. До новых встреч!